Если мы говорим о круге, то здесь все просто, то есть просто наращиваем в виде улитки. А если нужна прямоугольная или овальная форма, то тут лучше всего сделать вот такой чертеж. Если вы знаете длину и ширину будущего изделия, то необходимо прочертить под углом 45 градусов в направлении центра 4 линии. Таким образом вы выйдете на ту длину, которая должна стать базой для всего будущего изделия. Если вы будете затем планомерно, сверяя вот эти углы, двигаться дальше, то изделие примет нужную вам форму. Если говорить про овал, то в этих местах здесь будет просто скругление. Но основа будет все-таки та же. Вот здесь сделать прям прямой угол будет сложновато, но если даже здесь будет слегка скругленно, можно вывести дальше к прямому углу. Хочу показать варианты ниток. Это может быть, как всем известный, ирис. Вот такого плана акриловые нитки. Или вот такой вязальный акрил тоже прекрасно подойдет. Узелок не завязываем. Здесь край слегка скругляем. Обращаю ваше внимание, что здесь лучше не делать узелок, а именно завязать концы ниток. Потом кончик прячем сюда внутрь. И сгибаем трубочку. Приступаем к шитью. Еще раз показываю. Нить вправо. Завели иглу снизу. И нить снизу вверх и вниз. Тут образуется такая петелька фиксирующая. Поэтому затягиваем сразу. И все остается прямо на месте. Итак, я нарастила уже известным нам способом жгут до длины одного витка. Слегка вот здесь вот нужно загнуть. Вот так вот. Приложить. Вот здесь вот изогнуть. При этом надо следить, чтобы вот этот шов оставался по внешнему контуру. Сейчас я объединю вот здесь. Просто соединю, сошью. Потом пустим жгут дальше вот туда. Но у нас здесь посередине осталось отверстие, поэтому нужно его зашить. Дошли сюда, идем обратно. Итак, я прошила туда-обратно, вернулась в исходную позицию. И теперь буду проворачивать жгут вот таким образом. И пришивать его к этому основанию, вот к этому шву. Вот постепенно, когда мы будем шить, вот этот уголок нужно выстраивать все острее и острее. Для этого выделять сюда чуть-чуть больше жгута, вот таким образом, образуя некоторый залом. И делать из одного гнезда несколько стежков. И постепенно выводим шитье уже по прямой линии. Это будет намного проще. В данном случае лучше приложить и убедиться, что все пошло хорошо. Почему удобно, кстати, пользоваться вот такой штучкой? Чертить чертеж лучше всего на бумаге в клеточку или на миллиметровке. Но так как она тонкая, то удобнее наклеить ее, эту бумагу, на картон. А, соответственно, если вы будете пользоваться при плетении каким-то влажным сырьем, то эта бумага может увлажниться. Поэтому лучше всего еще и покрыть скотчем. То есть вот такая заготовка, она максимально удобна. К тому же к ней можно прикреплять булавками. Уже для сушки или для того, чтобы сверить все, проверить, насколько все хорошо и четко. Вот таким образом, выравнивая все по схеме, можно начать работу.
и на определенном этапе, например, булавками отметить 4 уголка. То есть вот на этом месте, где у нас булавочка, будет происходить залом и пришивание. Я специально сделала разными нитками, для того, чтобы показать еще один декоративный прием. То есть помимо намотки можно использовать еще и пришивание разными нитками. Также можно сочетать природные материалы с тканевыми вставками. Тогда ткань вырезается как косообейка под 45 градусов. Тогда она укладывается максимально хорошо и ровно. Для нового проекта я хочу использовать два вида джинса, которые хорошо сочетаются между собой. И помимо лицевой части темных джинсов хочу использовать и внутреннюю часть, которая имеет такой приятный коричневый оттенок. Использовать можно самые разные материалы. В предыдущем видео более подробно было показано, как сделать корзину с использованием листьев кукурузы. Но опять же в предыдущем видео был дан обзор и способы подготовки различных природных материалов, в том числе листьев ириса, лилейника, талаша, это рубашечные листья кукурузы, или сами листья кукурузы. Поэтому в данном видео я не буду останавливаться на этом, а покажу только то, что касается именно прямоугольной или овальной корзины. Как добавить нить, когда она уже на исходе? Итак, на данный момент нить находится в верхней позиции, уже зафиксированная. Нам нужно вывести ее через заднюю часть, вот так вот, вперед. Дальше здесь можно оставить либо так, либо сделать еще одну затяжку. Вот так вот. И вывести. Дальше срезаем, оставляя где-то 4-5 сантиметров. И здесь, чтобы ее спрятать, нужно будет пожертвовать вот этой частью намотки. Если вы шьете джинсовую ткань, то, конечно, все проще. Если вот такая ситуация происходит, то проще всего все-таки отмотать, так, насколько это возможно. И дальше саму вот эту нить мы будем прятать вот сюда, вот внутрь джинса, внутреннюю часть вот этого жгута. Дальше наша задача будет попасть вот сюда, в эту зону иголкой. Здесь делаем большой узелок, именно желательно крупненький, чтобы он потом не проскочил. И заводим. И находим здесь тонкую часть и выводим иголку как можно ближе вот к этим стежкам. Также прячем узел в середину и нужно вывести иглу в предыдущую петлю. Вот сюда. Так, все, нитка готова. Теперь прячем предыдущую нитку сюда. И восстанавливаем намотку. Итак, подготовленные листья ириса в данном случае мы рвем на полоски, ориентировочно 1,5-2 сантиметра. На месте ириса, повторюсь, может быть и талаш, и лилейник, и лист кукурузы. Значит, здесь придерживаем пальцем начало. И начинаем делать намотку, обязательно с нахлестом. Потом выводим лист на такой своеобразный наклон, на уголок. И наматываем с натяжением и с нахлестом. Можно намотать сразу всю полосу, можно какую-то часть и зафиксировать ее здесь при помощи прищепки. Здесь важно провернуть полосу так, чтобы вот эта линия оказалась в верхней части. После этого мы продолжаем шитье прежним способом. Важно упомянуть, что во время работы материал должен быть увлажненным, гибким. Так как вы изначально можете приготовить достаточно много материала,
о подготовке я рассказала в предыдущем видео, то за один вечер у вас он может не использоваться. И как поступить так, чтобы продолжить работу на следующий день? Существует два способа. Во-первых, в целлофановом пакете удерживать в холодильнике, но тут желательно не допустить порчи материала, то есть через пару дней он может заплесневеть. Поэтому если вы не успеваете за 2 дня или хотите максимально обезопасить себя, то нужно после первичной обработки высушивать материал и только небольшое количество размачивать, желательно горячей водой, для работы вот именно в этот день. Покажу, как делается уголочек уже на более отдаленном участке, дальше от центра. То есть вот по иголочке мы примерно видим, где должен быть угол. И прям вот таким движением достаточно заметный прямой угол. То есть стараемся убрать это скругление. Чем дальше, тем больше. И вот с таким небольшим, то есть натяжением не сюда, а вот в обратную сторону, фиксируем прищепкой вот это место. Вот. Дальше, когда мы будем работать, вот в этом месте мы будем делать достаточно свободную петлю. Вот, например, здесь хорошо заметно, что вот здесь вот есть некоторая свобода для того, чтобы этот угол не был затянут. Если будем затягивать, то у нас, соответственно, будет получаться овал. То есть затягиваем здесь не сильно. Заводим иглу, как обычно. Делаем затяжку. Но даем вот такую свободу. Обратите внимание, что с одной стороны поверхность более красивая, а со второй она изнаночная. Так как бортик образуется вот в этой плоскости, то здесь есть два варианта. Либо просто согнуть вот так вот эту полосу, этот ряд, и продолжить шить, просто выкладывая вот эту полосу уже вот перпендикулярно предыдущей, и продолжать. Но при этом обратите внимание, что красивая сторона спрячется и будет видна некрасивая сторона, а бортик будет подниматься уже вот правильно, красиво с этой стороны. Есть еще один вариант в данном случае: закончить здесь, срезать на косу и закончить, и начать шить вот в таком положении, то есть начать шить в эту сторону, вот так вот, по часовой стрелке. Начинаем шить тем же способом. Заводим иглу под предыдущий ряд, придаем пальцами вот такую форму и двигаемся вдоль всего периметра. Здесь потом начнем просто находить вторым рядом и дальше. Постепенно боковые стороны растут. На уголках делаем также залом и фиксируем его нитками. Вот примерно так это происходит. Это изнанка и вот эта лицевая сторона. При плетении прямоугольной корзины, в отличие от круглой, может возникнуть вот такой дефект, а именно неровность по верхнему краю. То есть та часть, которая на углах, она может быть выше, а та, которая здесь по центру, может становиться ниже, за счет того, что бочки немножко проседают. Если такая ситуация у вас случится, то можно использовать либо деревянные шпажки вот такого плана, либо плотную проволоку. То есть ее можно хотя бы периодически вставлять или хотя бы в верхней части. Я сейчас вставила шпажку вот сюда, в эту часть, вот таким образом. Вот. И обшиваю ее вместе с этим жгутом, и получается ровный хороший край. Ближе к окончанию корзины я добавила 2 ряда с бамбуковыми шпажками для того, чтобы выровнять верх. Затем я срезала на косую. Здесь в конце осталась только шпажка. И вот таким образом я закончила в районе угла
само изделие. После этого я выполнила крепление ручки, которое было подробно объяснено в предыдущем видео. Вот таким образом. И в финале можно сделать декор, например, бирочку или какие-то элементы из джинсов. Например, в качестве крепления здесь можно было использовать шлевки. Вот таким образом. Тоже было бы достаточно интересно. А также использовать кожаные элементы или декор, который был в самих джинсах. Возможно, это было бы тоже очень неплохо. Например, вот таким образом. Или если использовать вот эту вот штучку тоже сюда. Но так как я использовала ручки более светлые, то чтобы поддержать их, я добавила вот такую бежевую бирочку. Если вы хотите ускорить и облегчить себе работу, то можете не выплетать дно, а сделать его из фанеры или из нескольких слоев картона. В этом случае по периметру дна сверлятся отверстия, и первый ряд пришивается непосредственно к дну. А дальше работа идет тем же способом.